Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банни Тильда. И я наконец-таки обула своего котика. Ну и, конечно, предлагаю связать эту обувь вместе со мной. Вяжется она легко, вообще ничего сложного нет. Сзади это выглядит вот так. Здесь более такое свободное пространство, нежели раньше. Здесь незамысловатый узор такой галочками, не знаю, видно вам или нет. Пуговички не расстегиваются. Итак, что мне для этого понадобилось? Конечно же, нужно заранее связать подошву, она есть на моем канале, ссылка будет в описании под видео. Вязала я их из пряжи Yarnard Jeans, использовала крючок номер 2,5. Также мне понадобилось, конечно, 4 пуговички, ножницы, маркеры, либо, как я использовала, обрезки ниток, то есть контрастные нить брала. Ну и крючок меньшего размера, чтобы закреплять и прятать кончики нитей. Ну что же, давайте приступим. Поворачиваем подошву лицом к себе, там, где мы заканчивали ряд. Вводим крючок сзади, огибаем столбик и выводим крючок назад. Присоединяем нить и выводим ее назад. Делаем воздушную петлю. Теперь откуда выходит нить, вот она, куда мы заводили крючок, вводим сюда же крючок, огибаем следующий столбик и вяжем столбик без накида. И опять куда вводили крючок, выводим в следующую петлю, огибая столбик, и вяжем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Довяжите этот ряд до конца. Итак, я довязала ряд, и присоединяться будем не в воздушную петлю, а в первый столбик этого ряда. Вот так. Вяжем 2 воздушные петли подъема, и следующий ряд мы будем вязать столбиками, полустолбиками с одним накидом. Делаем накид и, начиная с этой же петли, вяжем первый полустолбик с одним накидом. И так до конца ряда вяжем полустолбиками с одним накидом. Довязываем второй ряд и присоединяемся в первый полустолбик с одним накидом. Третий ряд делаем воздушную петлю подъема и, начиная с этой же петли, вяжем столбиками без накида до последних 2 петель этого ряда. Сделаем на пятке одну убавку. Довяжите третий ряд столбиками без накида до последних 2 петель. Итак, довязала я до последних 2 петель и делаем здесь убавку. Захватываем полупетлю первого столбика и переднюю полупетлю второго столбика и провязываем столбик без накида. Присоединяем этот ряд в первый столбик без накида этого ряда. Четвертый ряд вяжем 2 воздушные петли и, начиная с этой же петли, вяжем полустолбиками с одним накидом. То есть вяжем так же, как второй ряд.
Итак, давайте довяжем 4-й ряд полустолбиками с одним накидом. 5-й ряд. Вяжем воздушную петлю подъема. Сюда же вяжем столбик без накида. Далее вяжем убавку. А дальше до конца ряда вяжем столбиками без накида. Давайте довяжем 5-й ряд столбиками без накида до конца ряда и присоединимся в первый столбик без накида этого ряда. В 6-й ряд вяжем 2 воздушные петли подъема и вяжем этот ряд полустолбиками с одним накидом. В 7-й ряд вяжем воздушную петлю подъема и с этой же петли весь ряд провяжем столбиками без накида. Довяжите этот ряд столбиками без накида. Итак, я довязала этот ряд до конца. Сейчас нам нужно присоединить нить к первому столбику без накида этого ряда. Я присоединяю следующим образом. Первый столбик этого ряда ввожу крючок, вывожу сюда нить, и откуда выходит нить, хватаю первую полупетлю к себе, ввожу крючок и вывожу назад. Все. Здесь я эту нить закреплю. Верх нашей обуви готов. Так, ну а теперь нам нужно отметить 7 центральных петель. Складываем обувь пополам, находим середину и отмечу контрастной нитью, как всегда. И вместе отсчитываем вправо 7 петель вместе с отмеченной 1, 2, 3, 4, то есть вправо 4 отмечаем. И теперь, не считая отмеченной петли, 1, 2, 3, и отмечаем эту петлю. Все, теперь у нас посередине 7 центральных петель отмечено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, все верно. Присоединяем нашу нить. Вязать будем за заднюю стенку петли. Так, закрепили нить. Подтягиваем ее, мы будем кончик нити сразу будем ввязывать в вязание. В эту же петлю провяжем столбик и еще 6 столбиков, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Эту ниточку можно уже убрать. Далее вяжем 2 соединительных столбика также за заднюю стенку петли. 1, 2. Разворачиваем наше вязание. И теперь вот наши 2 соединительных петли мы будем вязать во вторую от крючка. Вяжем столбиками без накида, и в этом ряду у нас должно получиться 8 столбиков. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 и первый столбик, вот этот наш ряд, 8. Здесь также вяжем 2 соединительных столбика, но уже за переднюю полупетлю, которая смотрит к нам. 1 и 2. Разворачиваем вязание. Также мы будем вязать, начиная со второй петли от крючка. Вяжем в нее столбик без накида. А дальше мы следующий столбик будем провязывать не в столбик предыдущего ряда, а на ряд ниже, то есть вот сюда. Вытягиваем нить, и чтобы она у нас была галочкой, смотрелась эта петля вот так вот, мы ее переворачиваем, то есть достаем вот так, переворачиваем и провязываем столбик без накида. Следующую петлю мы вяжем в предыдущий ряд, затем в эту петлю мы пропускаем и вяжем на еще один ряд ниже, то есть мы будем чередовать в лицевых рядах. Один столбик мы будем провязывать в предыдущий ряд, а следующий столбик на ряд ниже. Так, в этом ряду у нас должно получиться 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 и так, не могу попасть в столбик, и 9. Дальше присоединяемся к бортикам, вяжем 2 соединительные петли. Разворачиваемся. Так, наверное, будет лучше вот так. И теперь вяжем также со второй петли от крючка столбиками без накида. В изнаночном ряду мы вяжем обычные столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять вяжем бортиком соединительные петли 2. 1, 2. Разворачиваемся. Теперь смотрите, нам нужно, чтобы эти галочки располагались в шахматном порядке. Сейчас также со второй петли от крючка вяжем столбик без накида. У нас галочка, то что такое галочка была здесь, значит мы второй столбик вяжем на ряд ниже. Так, второй, то есть третий. Следующий опять вяжем на ряд ниже. Следующий в этот ряд. Здесь опять на ряд ниже. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 и 11. Дальше также делаем 2 соединительных петли. 1, 2. Больше мы увеличивать с вами количество петель не будем, так и оставим 11. Значит, теперь мы вяжем не во вторую петлю от крючка, а в третью, то есть в сам столбик. Вот первый соединительный, второй, и вот наш первый столбик. И вяжем в него
11 петель должно получиться. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Опять присоединяемся к бортикам, разворачиваемся, смотрим, где была наша галочка. Так, вот она. Так как мы вяжем в третий, то есть в столбик, сначала мы, да, получается, мы здесь будем вязать сначала в предыдущий ряд, на ряд ниже, то есть располагаем их в шахматном порядке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Присоединяемся к бортикам, разворачиваемся и, начиная с третьей петли от крючка, вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 11. Опять присоединяемся к бортикам. 1, 2. Разворачиваем вязание. Здесь мы начинаем с обычного столбика и затем на ряд ниже. Десять и 11. Присоединяемся. Разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд обычными столбиками без накида. Довязали ряд, присоединились к бортикам, и теперь так, где наша галочка, вот она, значит, сюда вяжем на ряд ниже. Давайте провяжем этот ряд и ряд изнаночный. Итак, я довязала один лицевой ряд и один изнаночный. Присоединилась также к бортикам, сделала 2 соединительных петли. И теперь вяжем последний ряд лицевой.
Также 11 столбиков, чередуя. Так, и последний 11 столбик. И здесь я буду присоединяться к бортику за одну петлю. Вяжу соединительный столбик, отрезаю нить, возьму крючок поменьше и закреплю эту ниточку где-нибудь вот здесь. И ниточку обрезать, конечно, нужно. Все, вверх, то есть вот эта передняя часть у нас готова. Теперь разворачиваем, вставляем крючок в середину, присоединяем ниточку, вяжем 2 воздушные петли подъема. Кончик нити сразу увязываем в вязание и, начиная с этой же петли, вяжем полустолбики с одним накидом. Вязать мы их будем до вот где последняя петля мы присоединялись, полустолбиками с одним накидом довяжем вот до этой петли. То есть в нее мы тоже провяжем. Так, я довязала до передней части. Теперь смотрите, вот в ту петлю, в которую мы присоединялись к бортику, мы вяжем столбик без накида. Теперь вот эти полупетли, которые у нас остались, мы в них будем вязать соединительные петли. Главное тут сильно не стягивать. И вяжем, соответственно, до вот этой петли. За последнюю, где мы присоединялись, мы здесь провяжем столбик без накида. То есть все то же самое, что с этой стороны. Довязали. Теперь в эту петлю вяжем в следующую столбик без накида. Ну а дальше довязываем ряд полустолбиками с одним накидом. Довязали ряд, обрезаем нить, присоединяем ее низ к 2 воздушным петлям, а сразу в столбик, в полустолбик с одним накидом. Так, раз, два, вот он. Вводим нить сюда и вот так. Возьму крючок поменьше и где-нибудь ее здесь закреплю. Ну, тут, которые ниточки торчат, я потом это все обрежу. Вот что у нас получилось.
Нам осталось связать вот эту часть под пуговички. Итак, наберем 18 воздушных петель. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Теперь в третью петлю от крючка, то есть вот эти две пропускаем, вяжем полустолбик с одним накидом и сюда же вяжем еще один, то есть делаем прибавку. Дальше по цепочке вяжем 14 полустолбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. В последнюю петлю цепочки вяжем 5 полустолбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4 и 5. По обратной стороне также вяжем 14 полустолбиков с одним накидом. Кончик нити сразу ввязывайте в вязание. Первый, второй. Что вот и зацепилось в меня? Второй, третий, четвертый. Провязали 14 полустолбиков с одним накидом. И вот в эту первую петлю, куда мы делали первое прибавление, вяжем 2 полустолбика с одним накидом. Все. Так, ну тут можно присоединиться во вторую петлю, которая петля подъема была. Во вторую петлю воздушных петель подъема. Все, ниточку здесь закрепить, спрятать. И я пришью сразу вместе с пуговичками вот сюда. То есть будет это выглядеть вот так. Я сейчас пришью и вернусь. Так, ну вот, пуговички я пришила, ниточки все спрятала, все лишнее убрала. И мой котик обут. Вам спасибо, что связали вместе со мной. Хорошего вам настроения, ровных
петелек. Всем до встречи!